Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог, так что, кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Начать я хочу с того, что, в общем, вот мои блокноты. В этом блокноте я записываю раскраски, которые по плану у меня раскрашены. Я их записываю в начале месяца и потом уже выделяю текстовыделителем раскрашенные и пишу номер странички. Каждая страничка это 1 месяц. Ну, как правило, заполняется с 2 сторон, потому что у меня по плану всегда где-то 30-31 раскраска. А в этом блокноте я записываю то, что раскрасила не по плану. Ну, точно так же, 1 страничка, 1 месяц. Вот. И, соответственно, я сейчас посчитала, сколько у меня раскрашено за 2021 год. И оказалось, все вместе это было 517 иллюстраций. Я считаю, что очень даже неплохой результат. Сколько я закончила раскрасок, я не считала. Я думаю, что от силы 1. Ну и этот год я начала с того, что 1 закончила. Но в том году, наверное, 1 или 2. Но, как вы понимаете, по количеству, если бы я раскрашивала каждую, ну, допустим, брала бы 1 или 2 раскраски и только ее красила, то у меня, в принципе, шансов закончить было бы очень много. Вот. Раскрасок. Но я не ставила такую цель, поэтому я даже и не считала. Но 517 иллюстраций, вот как бы, да, подсчитано. Вот этот блокнот я начала вести с июля 2019 года, записывать свои планы. А то, что я раскрасила не по плану, я начала вести с января 2020 года. Ну и этот блокнот уже точно в этом году закончится. Насчет этого еще, я думаю, не скоро. Ну да ладно. Сейчас я хочу показать небольшие подарочки, которые мне подарила моя подруга и ученица. Вот, Аня, огромное тебе спасибо. Мне все очень понравилось. Во-первых, ну, хотя как бы конкретно подарков, относящихся к нашему творчеству, здесь не было, но я за это очень благодарна, потому что как я уже говорила неоднократно, я в эти праздники, да и, наверное, в ближайшие, не хочу получать в подарок карандаши, раскраски, вообще какую-либо канцелярию. Вот. Ну, поскольку лайф-влоги тоже все-таки не все смотрят, да, поэтому покажу быстренько здесь. Аня мне подарила вот такой вот ежедневник. Очень красивый цвет, такой припыленный, классный. И на ощупь обложка очень приятная. Прям с цветом угадала. Ежедневник это дело хорошее. На 22 год. И вот здесь тоже классно, он такой серо-синий. И что мне очень понравилось, ну, Аня сама такие любит, ну и я такие люблю, когда здесь вот время указано. Ну, то есть с 8 утра до 8 вечера. Мне такими ежедневниками пользоваться наиболее удобно. Это просто идеально. По времени что-то по расписанию записывать. В общем, такая вот милота. Спасибо огромное. Второй подарок, это также Аня полностью мне угодила. Это был чай. Просто кофе я обожаю, но я пью только кофе «Черная карта» и только определенный вид, где арабика, и мне прям это идеально заходит. А вот чай я предпочитаю разный. И это чай масала. Вот здесь вообще он прям классный такой. Смотрите, здесь корица, но это китайская корица. Вот. Ну, состав, в общем, стандартный для данного чая. Я пока открывать не буду. Наверное,
Опять же, не знаю, использую я половину или сразу целиком, потому что на полный пакет нужно 100 мл воды, 400 мл молока. Не, ну хотя, как бы в принципе вполне можно заварить и за день выпить. Вполне. Так что спасибо огромное. Классно. Третий подарок был вот такая вот свечка. Классная, тоже огромное спасибо. Я ее или вот так вот буду зажигать, или же использую этот воск, потому что мне нравится форма, все, или же использую как основу под какую-то другую свечку, и в том числе фитиль. Короче, здорово, подарок очень классный. И четвертый подарок, это тоже был чай. Как я уже сказала, чай я люблю. Пуэр или вот что-то в этом роде. Огромное спасибо, обожаю такие штучки. Вот. Так что такие были у меня подарочки приятные. Ну и теперь, да, и подарок был вот в таком вот пакете. Очень красивом, стильном. Ну и теперь давайте уже перейдем к нашему хобби, к раскрашиванию. Сегодня я буду раскрашивать по плану. Это Мария Тролли, Дивная Луна. Я ее начала с самого начала, прям вот когда купила. Это не самая моя любимая раскраска. Считаю, что она неудачная, заурядная, но в целом она у меня есть. И я ее буду раскрашивать. Вот прямо отсюда начала все по порядку. Правда, из больших этих самых иллюстраций я начала вот с этой, потом вот эту со своей ученицей Дианой вместе раскрашивала. Вот сейчас, вот здесь вот акварель, а здесь еще все-таки карандаши присутствуют. Логичнее все же будет проложить, наверное, и тот лист тоже необходимо. Вот. Ну и тогда уже в этом месяце буду красить вот эту иллюстрацию. Здесь вот я фон не делала, считаю, что и так хорошо. А здесь пока не решила. Вполне вероятно, что фон будет, но я пока не буду об этом задумываться. Раскрашу, например, начну с листочков, красить буду на камеру, а там уже решим. Нужен фон, не нужен. Так, что ж такое? Хочу немножко вот так заложить. Так, я нажала на паузу, извините, и дальше продолжила снимать. И телефон, в общем, не нажала на play. Ну и ладно, в общем, за кадром я уже тут много чего пораскрашивала. Вот. Не помню, что там. Мне не хочется прерывать запись, чтобы еще монтировать видео. В смысле, мне монтировать-то не лень, просто я буду выкладывать не просто день в день. Сейчас 19:43. Вот. И как бы нужно будет загрузить все дела. Ну, потому что много чем была занята, в том числе и вязала, поэтому и занятия проводила. В общем, и стала я достаточно поздно. У меня вообще было ощущение, что черти вокруг меня хороводы водили, плясали, под пятую точку меня лапами
копытами пинали. Вот. Но я только-только вылечилась, у меня ангина была, и заново это самое простудилась, потому что я вчера в 9:40 из дома вышла, с 11 до 12 занятия провела, и дальше пешком, как водится, до ЦСКА, и только 9:30 или в 10 вечера я была дома. Ну, я от прогулок отказываться не буду, тем более я ж не чем-то там заразным болею. Вот, поэтому даже если я снова простудилась, для меня это не важно. Хотя простужаюсь я вообще крайне редко. Ну вот, тут просто надо было вылежаться, а вылеживаться некогда. Прогулки для меня поважнее. Так что как-то так. Насчет чая, кстати, может быть, завтра его надо заварить, потому что к простуде, горлу молоко очень даже хорошо. Даже вполне можно полный пакет заварить. Я думаю, без проблем. Только это надо тогда сделать утром. Я, правда, не знаю, в термос, может быть, ничего не случится с молоком или случится. Потому что я помню, мы как-то на дачу взяли картофельное пюре в термосе, потому что ехали, ну, после зимы дачу открывать, соответственно, пока там уберешься. И ехали-то, не скажу, что долго. Нет, но мы где-то застряли, потому что, ну ладно, короче, застряли. Часов 5, наверное, были в дороге, и что-то случилось. Но я думаю, что я за меньшее количество времени чая выпью, поэтому, наверное, можно. Хотя вот я термос просто обожаю, но я обожаю это в дороге, на прогулках. А все-таки дома я люблю какие-то красивые чайники. Вот. Поэтому не знаю. И в прозрачном чайнике будет хорошо смотреться. Но у меня есть еще кофеварка, вторая, большая. Она идет с подогревом. Поэтому можно, например, поставить на подогрев. Правда, она у меня на балконе. Не знаю, насколько там будет круто подогрев работать. Но можно проверить. Тем более, что завтра я там планирую цветы пополивать, поубираться. Новый год прошел, а я только собираюсь там зимнюю салфетку постелить. Ну, а с другой стороны, куда спешить? Надо жить для себя, получать удовольствие. Я, кстати, по поводу что-то вот вязания, всего прочего. Ну я же завтра еще буду кое-что там рядом делать, поэтому я думаю, что это актуально будет там сделать чай. Я, кстати, поймала себя на мысли, что вот когда я училась в школе, я ходила шить учиться во дворец творчества. И вот я поняла, что вот реально, если бы сейчас это все существовало, я бы, наверное, с этим ходила. Потому что вот тогда и девчонки, которые уже там институт закончили, уже там даже замуж вышли, и то ходили. Это было здорово. Ну, раньше вообще такое было вполне себе принято. Потом это все уже и танцами занимались, бывало, и мы взрослые, и бывало так, что там дочек приводили, да, там, ну, женщины тоже занимались. Такое тоже было. Я считаю, что это очень классно. Потом там, по-моему, директриса, что ли, возмутилась. Ну и напрасно, собственно говоря. Потом это снова стало актуально, а уже назад было бесполезно отматывать. Вот. Я бы с удовольствием, вот шитьем, я бы, ну хотя мне как бы преподаватель-то не обязателен уже для того, чтобы шить. Я, в принципе, сама могу преподавать даже шитье, но как бы мне нравилась сама атмосфера. Я либо перед танцами приходила несколько часов пошить, а иногда, когда танцев не было, могла целый день после школы там
В общем, мне нравилось. Не могу... Был момент, когда у меня было такое охлаждение к этому, но это короткие моменты, а вообще всегда шить любила. И по вот тем занятиям я поняла, что даже как-то скучаю по такому времяпрепровождению. Я, кстати, одно время думала начать преподавать даже, ну, сейчас не знаю, может быть, когда-то я это и обдумаю, но на самом деле, помимо того, что я преподаю танцы, я думаю, что вот эти все, может быть, и буду проводить, например, уроки, мастер-классы по мыловарению, вполне вероятно. Но это как бы так, в будущем. Ну, много чего. У меня, в принципе, планов достаточно. Ну, главное, целенаправленно к ним идти. Я, собственно, хочу, как раз-таки буду четко по времени создавать себе план на целую неделю. И потому что, допустим, основные занятия, это значит каждый день, и второстепенное я буду разбивать по дням в течение недели, чтобы тоже все успевать. Это очень, в общем-то, важно для меня. Тогда, я думаю, все, о чем мечтаю, оно осуществится. Постепенно. Ну, пока я не буду о многом говорить. Вот. Но что-то возобновлю. Как-то так. В общем, получаются вот такие листочки. Надо, я думаю, где-то еще добавить желтенького, где пропущено, и желтый — это тоже хороший вариант. И можно взять еще вот такой, сейчас покажу. Это 42-й. И вот здесь по краям добавить потемней. Не знаю, что со звуком. Как я уже говорила, оказалось, что у телефона сам по себе звук качественный, но он почему-то плохо начинает работать с внешним микрофоном. Меня это раздражает. Я все-таки люблю снимать со своим микрофоном петличным. Ну да, сейчас все больше современная техника пытается обособиться по типу, как вот все эти яблочные гаджеты. Я не считаю, что это правильно. А еще меня очень не устраивает то, что зарядные устройства везде разные. То, что только купила эти под Honor во все комнаты. Теперь у меня, пожалуйста, Type-C. Не, ну можно купить переходники, что, наверное, я и сделаю. Но вот. Хотя родная зарядка, она, конечно, классная, скоростная, так сказать. Прям очень быстро заряжает телефоны. Вот, ну ладно, этот влог я буду завершать. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм. 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. До скорой встречи. Пока-пока.